Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такие симпатичные пинетки. Они вяжутся на 2 спицах, вяжутся несложно, вот с такой красивой отделкой и с манжетом, тоже из пушистой пряжи. Размер данных пинеток получается на 10 сантиметров. Еще их можно украсить вот такой пуговицей, снежинкой, и уже пинетки будут смотреться более нарядно, по-зимнему, и очень такие вот красивые получится. Вот я вязала точно такие же пинетки, только из другой пряжи. Она немного толще за вот эту, которую мы будем вязать. И вот сам размер пинеток получился тоже больше. Вот такой фасон пинеток получается. Благодаря вот этой вот резинке пинетки будут носиться очень долго, из-за того, что она растягивается. И вот размер тоже вот немножечко как увеличивается. И вот такие красивые пинетки мы с вами сегодня свяжем. Для работы вот основной цвет у меня красный. Я буду использовать пряжу Naco Super Baby в 50 граммах 180 метров. Также для отделки я буду использовать Alize Soft и в 50 граммах 115 метров. Спицы, которыми я буду вязать, это 3 миллиметра. Также нам понадобятся маркеры, ну и немного пряжи вот для шнурочка и крючок, чтобы связать данный шнурочек. Начинать вязание будем с подошвы, и нам нужно набрать 34 петли. И вот таким образом на спице набираем нужные нам петли. Вот я набрала 34 петли, пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 петли. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд нам нужно провязать лицевыми петлями, и кромочную вот я снимаю вот таким образом. Сняла. Далее провязываем до конца ряда лицевые петли. И так вяжем до конца ряда. И когда дошли до последней кромочной петли, последнюю кромочную мы тоже всегда будем провязывать лицевой петлей. Вот так мы провязали с вами первый ряд. Во втором ряду нам с вами потребуются маркеры. Первую кромочную снимаем, 1 лицевая петля, делаем накид. Теперь одеваем маркер, и далее провязываем 14 петель лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь одеваем маркер, делаем накид, провязываем
2 петли, 1, 2, все вяжем лицевыми, делаем накид, одеваем маркер, снова провязываем 14 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Одеваем еще один маркер, делаем накид, провязываем одну лицевую петлю и кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Вот мы с вами провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. Все нечетные ряды мы будем провязывать вот таким образом, как третий ряд. Снимаем кромочную, провязываем лицевую петлю. Также мы вяжем здесь все лицевые петли, но один нюанс. Вот наши накиды мы будем провязывать за заднюю стенку. Вот таким образом. Провязали и перебрасываем маркер. Вот снова вяжем все петли лицевые. И так будут вязаться, напоминаю, все нечетные ряды. В нечетных рядах накиды провязываем за заднюю стенку. Так. Вот провязали 14 петель, перебросили накид, маркер перебросили. И вот провязываем накид. Сейчас показываю. За заднюю стенку. Вот таким образом. И так довязываем до конца ряда. Вяжем лицевые петли, накиды за заднюю стенку. Последняя кромочная тоже лицевой петлей. Вяжем четвертый ряд. Снимаем кромочную, провязываем 2 лицевые петли, делаем накид, перебрасываем маркер, провязываем 14 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перебрасываем накид, маркер, извините. Теперь сделали накид, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, накид, одеваем маркер, довязываем 14 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер, сделали накид,
провязали 2 петли лицевой и кромочная тоже лицевая. Так мы с вами провязали 4 ряд. Разворачиваем вязание и вяжем 5 ряд. 5 ряд это у нас нечетный. И я напоминаю, снимаем кромочную, провязываем вот 2 петли лицевые и наши накиды провязываем за заднюю стенку. И так вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Развернули вязание и вяжем 6 ряд. Снимаем кромочную, провязываем 3 петли лицевые, сделали накид, перебросили маркер, провязываем 14 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебросили маркер, сделали накид. Теперь провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова сделали накид, перебросили маркер и провязываем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Снова перебрасываем маркер, делаем накид, провязываем 3 лицевые петли, 1, 2, 3 и последняя кромочная. Разворачиваем вязание и вяжем 7 ряд. В 7 ряду мы вяжем как в 3 ряду, все петли провязываем лицевые, накиды вяжем за заднюю стенку. Теперь вяжем 8 ряд, снимаем первую кромочную, далее провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь сделали накид, перебросили маркер и вяжем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь перебросили маркер, сделали накид и провязываем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Сделали накид, маркер перебрасываем и вяжем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Перебрасываем маркер, делаем накид и провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4 и последняя кромочная тоже лицевой петлей. Это мы провязали с вами 8 ряд. Разворачиваем вязание и вяжем 9 ряд. 9 ряд провязываем точно так же, как мы с вами вязали 3 ряд. И так вяжем до конца ряда лицевыми петлями. 10 ряд. Снимаем кромочную, провязываем 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, сделали накид, перебросили маркер и вяжем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перебросили маркер, сделали накид и провязываем 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, сделали накид, перебросили маркер. Теперь 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перебросили маркер, сделали накид и провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя кромочная тоже лицевая. Это был 10 ряд. Теперь вяжем 11 ряд. 11 ряд провязываем точно так же, как мы вязали с вами 3 ряд. И в 11 ряду можно убрать маркеры. Разворачиваем вязание и вяжем 12 ряд. Вот маркер я уже все сняла. И в 12 ряду нам нужно все петли провязать лицевыми. И так довязываем до конца ряда. Теперь переходим на вывязывание бортика вот этой пушистой пряжей. Берем белую пряжу пушистую и первую петельку, вот когда у нас идет замена пряжи, мы тоже провязываем вот лицевой петлей. И так вяжем до конца ряда лицевые петли. Так вяжем до конца ряда, провязываем лицевыми. Развернули вязание и вяжем второй ряд
тоже лицевыми петлями. И еще забыла сказать, что на данный момент на спицах у нас 54 петли. И провязываем так до конца ряда лицевыми петлями. Белую нить мы отрезали, вот провязали 2 ряда. Теперь переходим снова на красную, и один ряд нам нужно провязать лицевыми петлями. Это для того, чтобы был подготовительный ряд для узора. Вот провязали первую кромочную, мы тоже провязываем, так как переходим на новый цвет, на основной. И далее до конца ряда вяжем лицевыми петлями. И так вяжем до конца. Теперь будем провязывать полупатентную резинку. И вот первый ряд. Первую кромочную, как обычно, мы снимаем. Далее будем чередовать 1 изнаночная, 2 лицевая. Снова так повторяем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так чередуем до конца ряда. И вот в конце первого ряда мы провязываем предпоследнюю петлю лицевую и кромочную тоже провязываем лицевой петлей. Я вам сейчас покажу на пинетках. Вот это полупатентная резинка. Вот такая. Развернули вязание и переходим на второй ряд. Снимаем первую кромочную, далее изнаночная, и теперь лицевую нам нужно провязывать, опускаясь на ряд ниже. Вот покажу вам ближе. Если бы мы просто провязывали лицевую, мы бы захватывали вот за переднюю стенку. А так нам нужно опуститься вот на ряд ниже. И провязываем лицевую. Далее изнаночная. И снова вот лицевую мы провязываем на ряд ниже. Видите, мы не за вот эту вот петелечку захватываем, а захватываем вот как за нижний ряд. Лицевая, снова изнаночная и вот лицевая. И так вяжем до конца ряда. И вот последнюю кромочную мы, как всегда, провязываем лицевой петлей. Разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Значит, в нечетных рядах мы будем провязывать лицевую и изнаночную без изменения. То есть, вот показываю, снимаем кромочную и начинаем провязывать изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы будем провязывать каждый нечетный ряд. Изнаночная, лицевая, и так довязываем до конца ряда. Кромочная у нас лицевая. Развернули вязание и вяжем четвертый ряд. Это у нас четный ряд, и все четные ряды мы будем вязать за таким принципом. Снимаем первую кромочную, далее вяжем изнаночную, а теперь вяжем лицевую, но будем опускаться на ряд ниже. Вот видите, мы за вот эту петелечку нижнего ряда провязываем лицевую петлю, изнаночная, и снова показываю. Вот мы опускаемся на ряд ниже и провязываем
лицевую, изнаночная и лицевая. И вот таким образом вяжем до конца ряда кромочную, не забываем провязывать лицевой. И далее нам нужно провязать еще 6 рядов за таким же принципом, чтобы у нас вот получилась вот такая резиночка. Всего вместе с теми рядами, что мы провязали, у нас получится 10 рядов. Вяжем 6 рядов самостоятельно. Вот мы провязали 10 рядов полупатентной резинкой. Просчитываем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот 10 ряд. 10 рядов провязали. Развернули вязание и вяжем 11 ряд. В 11 ряду мы провязываем все петли лицевыми. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Далее мы будем вязать мысочек, вот эту вот часть. На спицах у нас 54 петли, и для этого вот я одела маркеры, потому что наше вязание поделила на 3 части. По боковым частям у нас по 22 петли. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Это 22 с одной стороны и 22 со второй стороны. Это боковые части. И мысочек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Далее вяжем первый ряд из мысочка. Первую кромочную снимаем, провязываем 22 лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, потому что вместе с кромочной получается 22. Теперь маркер можно снять. И провязываем 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь вот, как вы видите, у нас возле маркера одна петля с одной стороны и со второй стороны осталась. Нам их нужно провязать 2 вместе изнаночной петлей. Я снимаю маркер, и вот теперь эти 2 петли провязываем изнаночной петлей. Таким образом, это у нас первый ряд. Далее нам нужно повернуть вязание, и мы будем вязать второй ряд. Вот я развернула вязание для второго ряда, но перед этим вот я одела 2 маркера. Я отсчитала 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель с одной и со второй стороны. И по центру мы будем делать вот убавление до вот этих вот маркеров. Это чтобы мы с вами не просчитались в нашем вязании, нам нужны эти маркеры. Вяжем второй ряд. Первую кромочную снимаем. Далее провязываем
8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь нам нужно провязать 2 петли лицевой, но мы их будем не так вместе провязывать, а нам нужно вот первую лицевую снять, вот так мы ее разворачиваем, и вторую тоже мы снимаем, развернули, теперь снова одеваем на спицу, и теперь мы их провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку. Это для того, чтобы мысочек у нас имел вот такой красивый край. Мы будем так провязывать. И это мы провязали с вами второй ряд. Теперь разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Я буду показывать каждый ряд, как мы убавляем у мысочка. Это чтобы было понятно для начинающих, как нужно правильно вязать. В третьем ряду снимаем кромочную и провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь вот у нас уже видно вот одна петля и вторая петля, которую мы будем убавлять и провязывать их вместе. И в третьем ряду мы провязываем их изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, вяжем 4 ряд, сняли первую кромочную, провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 2 вместе провязываем лицевой. Ну, как я уже показывала, снимаем одну петлю, разворачиваем ее и снимаем вторую, разворачиваем. Далее одеваем их снова на левую спицу и провязываем за заднюю стенку. Это был 4 ряд. Поворачиваем вязание, 5 ряд. Вяжем 5 ряд. Получается, что в нечетных рядах мы вяжем изнаночные 2 вместе. Вот сняли. Теперь провязываем 8 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот нечетные ряды мы 2 последние петли вместе провязываем изнаночной, разворачиваем вязание, вяжем 6 ряд. В 6 ряду снимаем первую кромочную, вяжем 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем лицевые 2 вместе. Развернули вязание. И 7 ряд сняли кромочную, провязываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 петли изнаночной. Развернули вязание. 8 ряд сняли кромочную, 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце провязываем лицевыми. Их сняли и
Провязали за заднюю стенку. Развернули вязание. Вяжем 9 ряд, сняли кромочную, 8 петель провязываем лицевой, вот теперь 2 последние провязываем изнаночной. Развернули вязание. 10 ряд, кромочную мы снимаем, провязываем 8 лицевых петель, и снова в конце разворачиваем 2 лицевые петли и провязываем их за заднюю стенку. Развернули вязание, вяжем 11 ряд. Первую кромочную снимаем, 8 лицевых петель, и последние 2 петли провязываем изнаночной. Вот 2 вместе. Развернули вязание. 12 ряд, лицевую первую мы снимаем, кромочную снимаем, вяжем 8 лицевых петель, и последние 2 провязываем лицевыми, но снимаем их, разворачиваем и провязываем за заднюю стенку. Развернули вязание, 13 ряд. Первую кромочную снимаем, 8 лицевых, и в конце провязываем 2 петли изнаночной. Развернули вязание, 14 ряд. Первую лицевую снимаем, вяжем 8 лицевых петель, первую кромочную снимаем, провязали 8 лицевых петель, и в конце делаем разворот 2 петель и провязываем их за заднюю стенку. Повернули вязание, 15 ряд. Снимаем первую кромочную, вяжем 8 лицевых петель, и последние 2 вместе провязываем изнаночной. Развернули вязание, 16 ряд. Снимаем первую кромочную, 8 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и последние 2 разворачиваем и провязываем лицевой за заднюю стенку. Развернули вязание, 17 ряд. В 17 ряду первую кромочную сняли, вяжем 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 2 петли провязываем изнаночной. Развернули вязание, вяжем 18. В 18 ряду снимаем кромочную, вяжем 8 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь провязываем лицевыми 2 петли, за заднюю стенку,
Вот, провязали. Теперь маркер можно снять. И довязываем 13 петель лицевыми петлями до конца ряда. И последнюю кромочную провязываем тоже лицевой петлей. Вот такой мысочек красивой формы у нас с вами получается. И всего на спицах у нас 36 петель. Далее нам с вами нужно провязать вот эту вот часть. Это то есть вяжем 7 рядов лицевыми петлями. Развернули вязание. Первую кромочную снимаем. И далее вяжем лицевые петли. И так довязываем до конца ряда. Развернули вязание, снимаем первую кромочную и снова провязываем лицевые петли до конца ряда, вяжем. И всего с тем рядом, что мы провязали, у нас получится 7 рядов. Вяжем их самостоятельно. И вот мы провязали с вами 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов у нас здесь получилось. В 8 ряду мы будем делать убавки. Это для того, чтобы можно было перейти на пряжу Alize Soft, так как пряжа более толстая по соотношению с моей пряжей, потому мы делаем в 8 ряду убавление. Если у вас пряжа будет одинаковая, то значит убавление делать в 8 ряду не нужно. И вот провязываем в 8 ряду, сняли первую кромочную, вяжем 3 петли лицевой, 1, 2, 3. Теперь 2 петли провязываем вместе. Вот мы их 2 провязали вместе. Далее 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 петли провязываем вместе. Так. Вот провязали. Далее снова 4 петли, 1, 2, 3, 4, 2 петли провязываем вместе. Снова провязываем 4 петли, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые провязываем вместе, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые провязываем вместе и далее вяжем 1, 2, 3, 2 петли вместе провязываем и последнюю кромочную. Всего у нас получилось 6 убавлений. Теперь красную нить мы отрезаем подлиннее, для того, чтобы можно было сшить пинетку. И будем переходить на пряжу Alize Soft. Всего на спице у нас 30 петель. И теперь мы переходим на вывязывание манжета. И первую петлю мы провязываем, когда переходим на другой цвет. Красную нить подтягиваем. И так вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Всего у нас должно быть провязано 12 рядов
12 рядов вот в высоту, а в 13 ряду мы будем закрывать все петли. И в 13 ряду мы закрываем петли. Я уже начала закрывать. Закрываем их не туго, для того, чтобы край пинетки был эластичный, не стянутый. И вот таким образом закрываем все петли до конца ряда. И вот такая пинеточка у нас получается. Верх пинетки я уже сшила белой пряжей, и теперь перехожу на красную пряжу, которую мы оставляли хвостик, и сейчас покажу, как буду сшивать. И вот захватываю за вот эти вот крайние узелочки, петельки с одной стороны, вот, и также захватываю со второй. Снова с одной стороны, и такие же узелочки захватываю со второй. И так сшиваю пинетку. И когда перешли на подошву, то тоже с лицевой стороны продолжаем сшивать и захватывать вот так за вот эти вот крайние петелечки. И так сшиваем до конца. И вот такая пинеточка у нас получается. Теперь нам осталось связать шнурок. Я взяла вот пряжу и провязываю на данный момент цепочки, а потом буду в обратном направлении провязывать соединительные петли. И вот такой шнурочек у меня получится. И вот такие красивые пинеточки сегодня мы с вами связали. Мастер-класс, конечно, получился длинный, подробный. Я его снимала специально таким длинным, для того, чтобы и новичок смог связать вот такие пинетки. Так что всем спасибо за внимание. До новых встреч!